Приветствую уже на второй части моих видеоинструкций по броуд-путешествиям. Ранее я, отправившись в Турцию, постепенно начал вливаться в молодежную жизнь Стамбула. Там я встретил Эге, местного типа, который захотел поехать со мной автостопом по Турции. Но мы столкнулись с трудностью, а точнее лицом к лицу с 7 курдами, которые могли сильно обломать наши планы. Напомню, у нас украли деньги и телефон Эге, а также разбили мой. Но мы уже были настроены наконец начать путешествие, так что на следующий день закрыли основные проблемы и выдвинулись в путь с целью добраться до Дикили, города, где живут родители. И спойлер, приключений на своей заднице мы нашли немало. И это привело нас к неоднозначным последствиям. Ну а я еще раз вас приветствую и максимально рекомендую посмотреть первую часть, чтобы вникнуть, что здесь вообще происходит. А это Travel Broke, формат, в котором я путешествую с минимальным количеством денег. Ну что ж, это наконец-то происходит, я все еще в это не верю. Мы выехали из Стамбула, на самом деле это типа как в наше Подмосковье. Как мне объяснил Эге, отсюда в сторону Измира или в других городов можно выехать либо по дороге, либо на корабле. В общем, мы можем добраться сейчас до паромной станции, забраться на корабль по сути, и там проситься у людей, чтобы они нас взяли. We are trying to get the ferry station by walking 30 minutes or by hitchhiking or with bus. My hitchhiking is the best way, I guess. But how can we do this? Just watch me. Бля, это какой-то пиздец. Как он это делает? Бля, да ну их нахуй, короче, я пошел на пешеходный переход. Сука, вот куда он нахуй несется? Ты дал пешеходный переход, сука. In Turkey, the drivers are fucking idiots and they don't care about the rules. I was shouting at him at Russian. Yeah, I guess he's scared. Пожалуй, это первая десятка, которую я встретил. So, Эге, tell me, what do you think? What year of this car was? Like 1975 or something. Oh my god. It was like 2005 or something. Yeah. I swear to you. Let's go. To the ferry? Oh, wow. Вот так легко и просто, конечно, только благодаря Эге мы уже едем на паромную станцию бесплатно. Там мы быстро нарисовали табличку до мест, куда нам нужно добраться, заплатили по 50 лир за проход на паром, и Эге начал подходить ко всем подряд. Once again? I found someone. The guy I found is doing blah blah, and he said that I can take you for free because this guy is using blah blah, and it will be like rude. I explained him about this thing and all the things we had, and he's saying that give me like 200, 300, that's enough. Лучший вариант, что он нашел, был поехать до промежуточной точки города Бурса. С водителем уже ехал попутчик за деньги, поэтому он сказал нам не обсуждать цену при нем. Ну а приехав, мы сошлись всего на 200 лир. Как, собственно, мне Эге и говорил, дождались, когда съебется этот чувак, который ехал с этим чуваком через Блаблакар. И он договорился с ним за 200 лир, а не за 300. То есть мы на промежуточную точку за 200 лир доехали. Это, блядь, копейки полные. Я думаю, все это понимают. 400 рублей — это просто ничто. Далее мы долго шли пешком на конкретную точку, от которой все машины ехали в нужном нам направлении. Мы пытались кого-то поймать, пока шли, но никто даже не останавливался. И вот, только включив таймлапс, едва придя на точку, это происходит. Я надеюсь, нас возьмут. Там фурист остановился. Мы его даже поначалу не заметили. Can we? Yes. We are going to Menemen. Izmir Menemen, like 50 kilometers. But when we arrive there, we can use minibus. İşte bu arkadaşlar bizim olayımız da şöyle. Ну, вайп автостопа нельзя описать, можно только прочувствовать. Очень-очень добрый водитель нам попался. У него в траке чище, чем у меня дома. Проезжая через маленькие турецкие города, горы, поля и равнины, мы встречали рассвет. Даже по очереди смогли там поспать с Эге. Ну и вот, мы супер рядом с Дикили. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Thank you. See you. Ехали, я не знаю сколько, но очень долго. Типа часов 5-6. Но также нам нужно было добраться еще до самого города, поэтому мы пошли на остановку узнавать, как мы можем сделать это. Told her about our accident. I was just asking that can I use your card because we don't have Izmir card. So she gave me like 200 liras. No way. Yeah. Really? Yeah. Merhaba, herkese merhaba, Türkiye'de. Ебать, чуваки. Я что, в раю? Куда я приехал? Но вот мы наконец и добрались. Не особо сложный маршрут вышел. Сначала на метро, потом на попутке, паром, еще попутка, пешком 3 часа, грузовик и автобус. Комфортно. А главное, нам этот маршрут вышел лир в 150. Нас встретил батя Эге, и мы поехали в какое-то просто невероятной красоты поселение. С вот такими вот милыми домами. Вот она, трехэтажная вилла, блядь, где я живу. А вечером я шел один по этому поселению, и произошло вот это. Итак, я шел вот здесь, вот оттуда, вот туда шел. Здесь сидела бабуля,
турецкая бабуля сидела, курила, пила что-то. Но я, короче, понял, что она английский в любом случае не знает. Смысла к ней подходить вообще нету. Но я пошел, короче, дальше, сел туда. Она вышла, прошла вот туда, прошла через забор, дошла, короче, ко мне. И такая, типа, go. Типа, ну, она не на английском, но, типа, на турецком говорит, пойдем. Но я пошел. Она мне говорит, бира. Я говорю, бира. Приносит мне, короче, орешки, дает мне сишку покурить. И вот по итогу он меня находит, потому что мы рассоединились, и я не мог найти его адрес, его дом по картам. Короче, угар, как обычно, полный происходит. Чуваки, я все диалоги по максимуму вырезаю, но этот угар важно послушать. Watermelon можно, да, watermelon? Мой первый watermelon этим летом. Watermelon. А вот это как вам? Оп. Как сказать hello? How to say hello? Merhaba. Русский. Aleviyim ben de. I think they are just friends. I don't think they are like... No, you're kidding. That's just unreal for Russia. Ask her, actually. Okay. Is it her? Abla nasıl tanıştınız diye mi soruyor. I need to tell you something. It's not funny. He has cancer. Oh. It's about he is like shitting part. Yeah, I don't know how to say. Is it deathly cancer or Ölümcül mü yoksa? Yok. No. No. Блять, вот сейчас не смешно. She's saying that she wished that he was dead. Нихуя бабуля, блядь. So they were like husband and wife, and they like broke up, but she's taking care of him. Does they have children? Çocuğunuz falan var mı diye soruyor. Çocuk yok. Yok. No. Ooh. She's saying that. How can I say it? He can fuck great. Me as well. Ben de diyor. Ben de iktidarsızım diyor. Dalga geçiyor. Yeah, let's go. Free cigarette. Nah, I'm good. I'm smoking this. Elektronik sigara içiyor. No. It's unhealthy, she's saying. Okay. Yeah. Fuck this. Yeah, cigarette. It's fucking Russian mentality. She's more Russian than you are. If you want to drink beer for another time, we need to take it. It's like a rule. Yeah. В общем, досидели мы в подобном темпе до рассвета. Бабуля, конечно, что-то перебрала. Наверное, рада всех, что такая прелестная компания собралась. Мы все прибрали и пошли спать. Благо, наш дом находился всего в 200 метрах от бабули. Однако это будет не последняя наша встреча с ней. Вот такие виды в этом городе, куда мы приехали с Эге. Море, невероятно длинная береговая линия пляжей бесконечных, очень красивых домиков и просто очень красиво, просто красота. И я наслаждаюсь каждой секундой, которую я здесь провожу. Точнее, я стараюсь напоминать себе, что, чувак, это закончится. Цени этот момент. На пляже я сразу увидел пацанов, играющих в футбик, но и я понял, что обязан им показать стиль отечественного футбола. Мы росли на коробках. В страшные холода, в снег и дождь играли детьми. В глубине души мы хотели быть профессионалами, но никогда не гнались за этим. Мы уже выросли, и большинство из нас почти не играет, но характер, закаленный в детстве, в этих ужасных условиях, в которых мы росли, был давно сформирован. А тут толпа каких-то детей в отличную погоду на настоящем газоне играют в футбол. Да кто они такие по сравнению с нашим закаленным отечественным характером? Я был обязан отстоять честь всех нас, русских ребят, выросших на этих коробках. И я ее отстоял. Passa visão. Meados de 2012 eu tive sonho muito louco. Cantar funk, fazer história na favela. Eu fui pro mundo, dei beijo na coroa. Cantei em palcos que não tinha nem plateia. Mas assim mesmo, a vida te ensina, lapidando seu talento. É só uma fase, faz parte do crescimento. Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo. Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo. Quem duvidou hoje vai querer ver. Bem de pertinho querer assistir. Os favelados tirando lazer. Faz um favor, joga o flash em mim. Eu vou de Felipe Play, eu vou de Palmeiras. Acostumado com flash, me sinto muito black.
Fogando pique o chefe, roupa de grife com Juliette. Olha a passada dos moleque. Yes, O go, pai com go gêmeo, for a it, gente esquece. go for it. Quem não conhece tá Let's go! Let's go! Бля, я пиздец устал. Мы, сука, этот гол пытаемся 30 минут уже снять. Показав ребятам уровень на поле, мы пошли купаться при каком-то невероятном закате. А вот этот остров, кстати, оказывается остров Греции. Я только потом, правда, об этом узнал. Для меня Европа всегда была чем-то недоступным абсолютно, а тут до нее рукой подать. Ну и к потемнению что-то пивка захотелось. Благо бы знали, где его бесплатно достать. Мы зашли к бабуле стрельнуть пиво, и она нас кормит, она нам принесла огурцы. Вот такой вайб. Ура! Как с чир сказать? Cheers, шерефе. Шарафе! Короче, у нас повторяется все то же самое, что было вчера. Вот, но зато мы похаваем, стрельнем пиво бесплатно. Все, и погоним. Чуваки, короче, не поверите. Вот это ее тачка. И она сказала, что она может нас отвезти в центр. А здесь до центра, если что, идти пешком минут 50, а то и час. Поэтому это прям супер хорошее предложение, супер хороший вариант для нас. Да, это даже не с полточка, это просто моментально, ребята. Окей, thank you so much. See you. Тут аккуратно, чтобы она не въебалась никуда. Ну, кстати, бабуля хорошо водит. Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Yes. Центр города — это, по сути, один гигантский пляж и маленькая улица с их турецкими недоклубами. И вот, проходя мимо одного из таких, мы увидели девочек, которые увидели нас. Искра, Буря, и мы уже кайфуем с ними. Девочки супер интересные, а главное с английским. Но им надо было идти домой, поэтому мы их проводили, договорившись встретиться на следующий день. Но нам же еще как-то нужно до дома добраться. Ну, у нас есть вариантик. Да, прикиньте, нас опять бабуля забрала и меня даже за руль пустила. Ну что ж, ребята, второй день пошел, на этот раз пиво закончилось. И у нас есть только водка, а я не пью водку вообще. Ну, что поделать. Окей. Шерефе. Русский приехал, блядь, в Турцию, нахуй водку не умеет пить. Ну реально, как можно пить водку? Вы чё, когда есть существует светлая и нефильтрованная, вы чё, ебанутые? Ну что ж, это следующий день. Мы погуляли с этими девочками. Им нужно было уходить домой, потому что их там ждали тети, дяди и кто-то еще. Мы договорились пойти гулять на сегодня. Мы выглядим вот так. Максимальный свэг. Максимально готовы, так сказать, к войне. В общем, мы встретились, пошли на пляж и засели на берегу. Для будущего повествования светлую девочку зовут Нас, а темную Эджи. Вы когда-нибудь видели зеленые мандарины? И прикол в том, что он типа спелый. Ладно, он немножко кислый, но он не настолько типа уебищный, как неспелый фрукт, понимаете? То есть это реально неплохо. That's not that bad, right? I'll eat all of them. Yeah. Let's try, but we eat it all. Nah, Birdman. Yeah. We have some. One for cocktails, yeah. У нас полный свэг, мы пьем водку, я делаю коктейли с... Я думал, это лайм, а это оказался зеленый мандарин. Вы когда-нибудь видели такое? Ну и получается, на самом деле, полный разъеб. Прям водка не чувствуется. Вот с таким видом. Красота, короче, нереальная. Вообще, в моменте, пока мы с ними общались, меня не покидала одна мысль. Я полетел за границу первый раз, один, без никого. И вот я тут, сижу в компании с невероятными видами. Вы, наверное, должны понимать, что не от хорошей жизни я в свои 21 улетел один без друзей. У меня в целом все шло ужасно последние 3 года. Но особенно в этот момент мой мир перевернулся. Я понял, что не привязан к конкретному месту, к месту, где жил и вырос. Мир огромный, и в нем всегда можно найти замечательных людей. Залетайте ко мне в телегу после видоса, будем знакомиться, и я буду рассказывать про себя то, что никогда не смогу уместить сюда. Okay, it will not be that tasty, I swear you. Now we will fill the fucking vodka. Yes, But let's go. Yeah, let's go. You were about to forget about me. Oh, I'm so, my God. You don't like it? No, I like it, but it's hard. You wanted vodka. You got it. Yeah. Be happy. Yeah, I love vodka. It's no problem. Okay, let's go. I didn't understand the lyrics. I got it. For sure you can. He's doing good cocktails, by the way. Me? He is doing. Yeah.
She's talking about me. Did you understand this, fuckers? You know, you need like fresh fruits to do nice cocktails. And like tonic. With vodka, you need like tonic, some fresh fruits. Yeah. But I don't drink vodka actually. But sometimes, because of some girls, you know. He's only drinking with some girls. I see. Nah, he's lying. I'm only drinking with you. Thank you. My hair. Yeah, nah, you needed to... Okay. В общем, очень мило мы сидели, даже погнали купаться на закате, но, к сожалению, наши друзьяшки чуть менее алкоголеустойчивы, поэтому мне, как самому трезвому, досталась участь искать нам автопати. Ну, за неимением особо друзей в этом городе я выбрал один вариантик. Look what Granny got for us. Let's go. Abi, abla. В общем, к третьему дню с ума сошли все, даже бабуля. Мы у бабули дома, мы сейчас будем спать. Я не знаю. So we're coming on the third floor or we stay here? Я на пляже засыпал камеру песком, поэтому в ближайший день, к сожалению, будут кадры с телефона. So we stay here. They're sleeping here and they're So, girls, tell me, what do you think about Mongolian guy? What do you think about Mongolian guy? Do you like him? Yes, I like it. Like for real? I'm in love with him. Okay, I will hunt for him. Да, жестко мы наугорались, ну и спать легли. Мы проснулись, и бабуля сейчас мне говорит, типа, не хочешь на мотоцикле покататься? Взяла ключи, и мы сейчас пойдем на мотоцикле кататься. Ну, там не совсем мотоцикл оказался. Все, пошла бабуля, пошла. Пошла бабуля. What does she want? Money. He wants money. To buy some cigarettes. So we're going for cigarettes. Да, вся эта затея с мотоциклом была, чтобы мы за сигаретами бабули съездили, прикиньте. Но эта штука ехала только 6 км в час, так что не знаю, в чем был смысл. Break. В общем, купили мы все, что нужно было бабуле, и еще позависали у нее. А теперь интересный момент. Девочкам нужно было уезжать в соседний город к родителям, буквально в 20 километрах от Дикель. И они сами предложили нам на завтра поехать к ним. Мы обсудили детали и попрощались. Прикол в том, что мы с Эгги хотели уезжать на следующий день и продолжить путешествие, но только ради них согласились остаться еще на день. И вот мы проснулись, готовы ехать к ним, но нас меня игнорят. Они с Эджи встретились на курсах утром, и она сказала нам, что не знает, что случилось с нас. Мол, она просто без настроения. Короче, пока все эти выяснения происходили, я выложил вот этот мем в ЛД-историю в Инстаграме. Открывай глаза, спящая красавица. И получаю вот такой ответ. Я отмечу, историю я выложил уже к вечеру, а игнорить меня начали утром. Получается, она перевела в переводчике, что там написано, и подумала, что я вообще мудак. Но это ж просто мем, тем более на чужом языке, и тем более она не понимает, что в песне поется. Короче, странный мув пиздец. Но свою ответочку я тоже записал. Открывай глаза, спящая красавица. Они, прикиньте, кстати, все еще подписаны. Я не знаю, зачем все это было. Мы вечером еще встретились с Эджи втроем, вроде так же прикольно сидели, но и у них какой-то конфликт случился. It's not about you, it's not about me. We were just thinking that they're not fucking delusional or they're not bipolar to change their plans in one day. It's fucking rude act. I was just trying to say that I don't want to do this in front of Yerije. I just get mad and I really don't want to talk about this anymore. Он в конце сказал, мол, давай сваливать из этого города. Я просто камеру рано выключил. Ну, на следующее утро мы, в общем-то, так и поступили. Дикель прекрасный и очень маленький город, о котором я никогда не узнал бы, если не Эгги. Но уже утром вместе с его батей мы из него уезжали. Держали мы путь в крупный город Измир, и батя Эгги согласился довести нас прямо до конечной станции метро Измира. Поэтому эта поездка обещала быть максимально легкой. My mood is so up. We already found the guy who can host us, and he can host us only at night, because he will come back to Izmir only at night. Это очень круто, потому что мы реально ехали вообще в неизвестный город, без знакомых, без вообще вариантов, где остаться, и просто пока вот ехали в машине, мы уже нашли человека, каучсерфинг, просто W тебе. И мы, короче, только что прошли. Мы должны были заплатить по 116 лир каждый за проезд на метро. Плюс нужно как-то, короче, раздобыть эту местную карту. Тут у них, короче, полный пиздец происходит. Я ему говорю, короче, блядь, предложи ему, вот у нас есть 150 лир. Я ему незаметно передам 150 лир, пусть он нас просто пропустит. Этот с ним,
договорился, и все, мы, короче, за бесплатно, он просто за бесплатно нас пропустил. Это уже какой раз, на самом деле, происходит? Ну что ж, мы доехали, мы находимся в городе Измир, finally. Город пока что выглядит просто абсолютно как Истамбул. Никакого отличия я здесь не вижу. Прям вот один в один, я как будто в Стамбул вернулся. Да, максимально легко мы добрались до Измира. Ну и пока мы шли до остановки, начала происходить какая-то череда добрых жестов от местных. К нам подошел чувак нашего возраста, ответил на все вопросы и дал воду. С нами очень мило поговорили какие-то мужики. Мы пошли стрелять сигареты, а нам дали орехов, а потом и денег. А в автобусе эта девушка заплатила за нас, хотя мы и не просили. И все это произошло минут за 10. Орехи дали, блядь, зажигалку дали, сигареты дали, еще и с соточкой взгрели. Нихуя себе, вы прикиньте. I'll ask her for one tomato. Да, really? Я просто в прикол сказал. Dude, I don't go far. thank you so much. See you. Turkish mentality, my dude. Travel bro, my guy. В общем, город встретил очень позитивно. В районе, в котором мы были, все кайфуют и подтягивают пиво. Ну а мы немного прогулялись и поехали к чуваку с каучсерфинга. Это Елис, прикиньте, как я почти. Добрейший души человек. Он был единственный, кто откликнулся, чтобы нас вписать. И более того, он сказал нам, что мы можем пойти гулять, а утром он нам откроет. Идеально. Уже увидев, какой человый этот город, я скорее хотел вернуться на район, где мы недавно были. Но Эге нашел какого-то турка на каучсерфинге, который предложил выпить пиво, и мы погнали к нему. У меня уже просто настроение пропало после того, как мы очень долго этого типа ждали, а потом он такой типа, блядь, ну давайте, короче, вы приедете. Он, конечно, заплатил за такси, за это W, вот, но куда мы нахуй приехали? Да, это, конечно, все симпатично выглядит, но, сука, здесь мертвые улицы, камон. Ребята засели у бара, а я недалеко отошел и замечаю это. Что это нахуй? Короче, я снимаю, фоткаю машину. Ко мне подходит мужик и предлагает сфоткать меня. It's yours car. It's your car. Oh, wow. А потом оказывается, что это его машина, а еще бар, который в 5 метрах, тоже его. It's yours, кафе. Really? No way. На английском он не говорит, но очень хочет мне что-то показать. Так, меня куда-то ведут, я, конечно, должен, наверное, напрячься немножко. Он покупает мне пиво, и мы ходим по этим улицам. Тут у него друзья парковку держат, тут какой-то клуб его друга, там магазин его знакомых, тут просто какие-то его кенты и бла-бла-бла. Короче, все, мы забрали нашего друга-мажора к нам, к столу. Let's go! Бойна голова. Салам алейкум. Я у него в моменте спросил, мол, ты как-то с криминалом связан? Он ответил 50-50. Честно говоря, не понимаю, что он от меня хочет. Я немножко так напряжен, типа, блядь, ну ладно. Этот чувак очень хочет со мной куда-то пойти, в какие-то клубы. Я, конечно, немного напуган, он мне говорит, что у него есть жена, у него есть ребенок. Он мне прям там рассказывает всякие истории, мы через переводчик с ним общаемся. Он выглядит реально как и бандюган турецкий. Отмечу, что за 2 минуты до этого видео он у меня спросил, сколько вы готовы потратить сегодня. Я рассказал ему, что мы броуки, и без шуток у нас лир 200 на ночь. Мы зашли в клуб, нас сразу отвели на VIP-место, а через время принесли 12-летний Сивас, который я до этого только на картинках видел. Мы вроде клево сидели с ним, но со временем я начал замечать, насколько пренебрежительно он относится ко всем окружающим, кроме меня. Буквально к людям в клубе, персоналу, Эге и так далее. Типа я иду танцевать с каким-то мужичком лет 40, стою, угораю, а он подходит, как на говно на него смотрит и уводит меня. И мы начали понимать, что надо отсюда сваливать. Дело в том, что ты так просто оттуда не уйдешь. Это клуб среди кучи улиц и развилок. И было ясно, что его тут все знают. Мы договорились встретиться с Эги и типом с каучсерфинга в конкретном месте, и я ушел. Чувак просто сходит с ума, вот, и мы поняли, что от него съебаться просто так не получится просто сказать ему, чувак, нам пора домой или еще что-то. Это ебанутый человек с бабками, со связями, но сейчас самое главное, чтобы мои друзья оттуда каким-то образом съебались сюда. Все очень плохо. Эги не берет трубку. Вот из этого переулка в любой момент этот чувак, если выйдет, я ему... О. Чуваки, я слышу, как кто-то кричит Елисей. Короче, я присяду вот здесь и буду смотреть через камеру. Пизда. Это Эги с этим чуваком идет. Эге! Я выдал им историю, мол, у моего друга проблемы, и мне надо было поговорить с ним. Причем так реалистично, что даже Эги поверил. Он сказал мне, что не смог от него уйти, потому что типа не мог кинуть этого чувака с каучсерфинга. И Мафиан Гай, по сути, вернул нас в клуб. Дальше началась клоунада с выяснением, кто кому что должен. Хотя, опять же, отмечу, лично с меня он ничего не просил, и никакого негатива вообще в мою сторону за все время не было. Но в стороне Эги пиздец как было. Where is our fucking friend? We need to fucking run. He understand English. What happened? Guy is getting mad. Yeah, I know. I just wait.
Okay. Play. Son taraf değil, son taraf bizden. Çakma kalamıyoruz, sadece çakma kalamıyoruz. Sen ne yapıyorsun diye biz bir şey yapmalıyız. Şurada oturup sohbet ediyoruz. Aynen. Tamam çalmaz vereceğim de. Sakin olsan vereceğim aslında. Konuşabilir miyiz? Sen boş konuşuyor gibisin yani. Çok boş konuşuyorum, sadece kendime çıkmaya çalışıyorum. Bu mu bir şey yaptın? И все дошло до того, что он дал пощёчине. Итак, ситуация. Вокруг этого мужика стоят 4 его подсоса. За это время я понял, что все вокруг делают все, что захочет Мафиан Гай. Например, вот я стою на улице, и какой-то работник мне говорит: Follow him. He told come here. этот урод требует с нас бабки. У него повсюду друзья и знакомые, его все знают в этом районе. Ему было сказано сразу, что мы с Эгги броуки. Я уверен, что проблема не в деньгах. Он просто пьяный черт, захотевший конфликта. И начал требовать с нас 5000 лир. Короче, тут очень много деталей и слов можно говорить. Но главное, что в данной ситуации мы бессильны. Просто уйти нам никто не даст. Короче, Эгги дал ему лир 800, и он повел нас всех в свою забегаловку, где и уснул. И мы дали газу с Эгги. Но самый который меня все еще раздражает, что этот чувак с каучсерфинга, из-за которого мы еще тогда не свалили, мы же по сути могли там в сквере просто дать газу, но не дали, потому что в клубе остался этот тип. И тут он нам выдает, что не пойдет с нами. No, it's our chance, guys. It's our chance. Absolutely. Dude, just stand up and let's go. Короче, тип зассал. Судить его не нам, но вся эта ситуация просто один большой прикол. Кое-как добрались до дома и офнулись. На следующий день мы прибрали квартиру и попрощались с Елисом. Я был наслышан об Анталии еще когда мы начинали наше путешествие, и мы хотели до нее добраться. Проблема в том, что это буквально другая часть Турции от нас на данный момент. Ну а тут мы обсуждаем варианты, как мы можем туда добраться, учитывая, что у нас буквально осталось 2000 лир и мои $80. Ну а дальше у нас будет самая сложная поездка в жизни. Честно, она отложилась как одно из самых страшных и тяжелых испытаний за все путешествие, что вы просто устанете слушать, с какими проблемами мы столкнулись. Поэтому давайте заспидраним этот кошмар. Мы доехали до аэропорта Измира на метро. Там к нам приехал чувак, которого мы еще вчера встретили в городе. Он подогнал нам пиц с работы. На заправке мы прыгнули в кабрик и немного продвинулись в нужную сторону. Далее какая-то электричка до какой-то конечной станции. Imagine this guy, Mafian guy, will know. Haha, now we met each other. He's gonna be waiting for us like, well. Потом попутка, где мы сидели буквально с чемоданами на головах. И еще попутка. Вот тут искали кого-то и даже были силы поугарать. Again. And now imagine, some guy stops, we're screaming, let's go, we're running to him. And there is a Mafian guy. Lingan guli guli guli, watcha lingan go. Wait. Imagine we were girls. There will be like a lot of cars. Line. Yeah, line of cars. Чуваки, кто-то остановился, ебать. Соответственно, дальнобойщик. Пока вроде неплохо идем, правда? Но большая неудача. Автостоп — это казино. Тут мы встретили рассвет, пытаясь кого-то поймать, а потом и обеденное время. Мы буквально простояли 5 часов, и никто даже ни разу не остановился. Состояние было страшное. Мы пешком допехали до города и пришли на автовокзал. В общем, мы сдались кое-как. Просто на последнем издыхании добрались до автовокзала и будем пробовать. Вот сейчас Эгги пробует биться с ребятами, чтобы нам там что-то пропили, какие-то самые дешевые билеты, как реально каким-то пенсионерам, инвалидам, еще какая-то такая тема. Вот вроде как все получается, но все равно мы, конечно, не хотели тратить деньги, но что-то у нас вообще не пошло. Ну вот, дело случая, просто никто не остановился. Единственный вариант, который есть, это ехать на автобусе, да и слава богу, что хотя бы он есть. Я чувствую себя настолько плохо, насколько, блять, очень давно, наверное, не чувствовал себя. Ладно, в общем, все очень тяжело, но мы не отчаиваемся. Самое главное мне поспать. Если я посплю, то я приду в себя более-менее. Теперь вы понимаете, сколько смысла в моей Ави в телеге. В общем, мы сдались. 1600 лир за двоих на автобус от Денизли до Анталии. Но на тот момент это было спасение. В автобусе мы плюс-минус пришли в себя. И еще в Москве на каучсерфинге я начал искать людей из Анталии, чтобы меня вписать. А в автобусе продолжил, но безрезультатно. Никого. И вот, спустя сутки в пути, мы в Анталии. Эгги намутил немного денег, а я поменял последние доллары. И мы еле-еле, но все-таки нашли хостел, где сторговались 1700 до 1100 лир.
Ну а дальше... А чуваки, я не знаю, что вам рассказывать. Мертвый город, ничего интересного. Защитники Анталии, коих, насколько я понял, много. Я не претендую на объективную точку зрения. Это были последние дни августа, может из-за этого у нас было все так грустно. Но в целом, вот тут я за минуту описал, как устроен город. Насколько я понимаю, это самый основной пляж. Город делится на две части. Вот эта вся береговая линия, она без пляжей. Это дикая береговая линия, я не знаю, как ее назвать еще. Вот, дикий огурец. Там просто, идут скалы, и ты хуй там подберешься, типа, к воде. А вот отсюда и, короче, вот туда. Вот прям до той горы, которую вы, возможно, видите. Идет вот эта береговая линия, идет вот этот пляж. Так, собственно, город и построен. То есть в одной стороне просто какая-то хуйня, то есть всякие отели и так далее, но там хуй подберешься к пляжу. Ну и вот этот тут один огромный гигантский городской пляж. На самом деле мы здесь уже 2 дня. Ничего интересного в этом городе нету. Я достаточно разочарован, на самом деле, этим городом. Потому что, блядь, на видосах на ютубе, в принципе, я в интернете находил информацию, что это прям ебать тусовочный город, очень крутое место там и так далее. Но, честно говоря, пока что это какое-то просто говно. Наверное, для наших родителей, да, для дефолтного, обычного русского человека, вот подобный пляж с подобными удобствами, души, кафе, рестораны, все как положено. Ну, это самое лучшее, что можно как бы найти. Но вот вообще не мой тайп. Я ебанутый, но кого это ебет? У меня есть деньги, и она уже мне дает. Это твоя сука, но она тебе не дает. Я ебанутый, но кого это ебет? В целом, эти индусы были первыми и последними нормальными людьми, кого мы там встретили за 3 дня. Далее, худшая ночь в моей жизни уже в другом хостеле, буквально с клопами. Спал я, укутавшись всем, что было, с полотенцем на голове в комнате ХЗ при плюс 35. Из угарного на следующую ночь мы остались на улице, потому что Эги потерял свои последние копейки, и позволить хостел мы уже не могли. Зато я помылся с мылом, которое я налил в Макдональдсе в салфетку в душе на пляже, и надеялся поспать на земле. Ну что ж, всем привет, с вами Елисей Зубенко, это Travel Broke, и да, это происходит. Я буду спать здесь. Надеюсь, меня нахуй не ограбят. Ограбить не ограбили, но мухи в эту ночь решили ультануть. И как только вот рассвело, на меня просто, блядь, как на говно слетелись мухи. Они же ебанутые, сейчас 31 августа, они же хавают тебя, просто кусают, типа. На самом деле, после земли и холодных камней, идея спать на лавке звучит не так уж и плохо. Удивительно, но до лавки мухи тоже добрались. Поэтому я доспал на этом диване, заведомо зная, что спать там нельзя. Меня доебывал охранник 100 раз, но на тот момент мы свое уже доспали. Я типу, блядь, лет 25, и он, наверное, ощущает себя просто охуеть каким охранником. Он мне еще в переводчике предупреждение такое некое выписал. В 3-й раз я предупреждать не буду. Думаю, что ты сделаешь? Ты вызовешь полицию, блядь? И что сюда приедет полиция разбираться с злостным нарушителем, который спит на диване в кафе, блядь? В общем, я с кайфом покупался ранним утром и намутил, где помыться. Ну а потом... Ему надо ехать, все получается как получается. Эги понапроебывал всего подряд. Если вкратце, проебал деньги, проебал то, 3-е, 10-е. Очень неряшливый человек, прям очень неряшливый. За вещами вообще своими не следит. Ну и короче, да, и мы попадали в всякие неприятные ситуации, типа мафия Ангая и так далее. Ну и короче, у Эги сгорело, у меня тоже подгорело, мы немножко посрались. Я не знаю, куда я сейчас поеду. Буду думать, я хочу дальше попутешествовать. Я сижу в Анталии, буду, наверное, прощаться с этим городом. Он меня, честно говоря, заебал. Ставлю его на самое последнее место среди всех, где я был. Да, мы попрощались. Эги прыгнул на автобус до Стамбула и уехал. Ну а я впервые со Стамбула остался один. Только теперь у меня было чуть больше 2000 лир. Буквально все мои деньги. Но зато огромное желание проехать заветный маршрут автостопом вдоль Ликийской тропы, которая по разным оценкам входит в топ-10 самых красивых пеших маршрутов мира. Ну и с этого момента у меня пойдет лучшая неделя в жизни. Все так. На оставшиеся 4000 рублей мне предстоит уже одному, без помощи Эги, продолжить путешествие по красивейшему маршруту от Анталии до Фетие. Половину этой серии я спал в роскошном доме у родителей Эги, но теперь я остался без него и практически без денег. И знаете, реальное True Broke путешествие будет в заключительной, 3-й части моего выпуска из Турции. Это будет поистине легендарное завершение и, пожалуй, лучшее время моей жизни. Эта часть уже лежит в закрытом доступе на этом канале и выйдет ровно через неделю.
Поэтому, чуваки, подписывайтесь на этот канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропустить именно ту часть, ради которой я все это и задумывал. Кстати, прямо сейчас, когда вы это смотрите, я в Европе буквально с 0 евро снимаю новый сезон Travel Broke. Поэтому обязательно переходите ко мне в телегу и смотрите в лайве за всем этим мясом. Ну и в завершении хочу сказать спасибо за все эти слова под прошлым видео и в телеге. Я мотивирован как никогда, мы только взлетаем. И этот взлет будет стремительным, если вы всегда будете проявлять такую активность. Спасибо, чуваки. Обнял. Да ну нахуй, я это снял, блядь.